ты, когда сюда приезжаешь, ты оказываешься на другой планете. Вот Вы понимаете, что эта точка, она, в принципе, это полный, целый, скажем так, control of the body. Вот, так что посмотрим, что почем. Привет! Снова привет! Доброе утро! Я не знаю, что там у кого, какое время суток сейчас, кто меня будет смотреть, когда. Сегодня я вас взяла с собой в место, в котором я провела просто все это лето и ни разу не сделала ни одной сторис, ни одного видео, вообще ничего не сделала, как жарко. Днем очень жарко, а по ночам уже холодно. Я не сделала здесь ни одного видео, ни одного влога, ни одной фоточки не слила. Даже все хотела всегда позвать сюда своих подружек, но как-то не получалось. Как раз в августе здесь все было забронировано. И мы, конечно же, с вами в Скорпиус. Мы с вами приехали в отель Макс Рояль, который взорвал этим летом Бодрум, куда приплывали и приплывают самые большие мега-яхты. Вот, поэтому Ялаковак уже стала, где я живу, таким, знаете, местом попроще после того, как в Тюрбюкю открылся Макс Роял и открылась Скорпиус, поэтому там сделали замечательное, прекрасное место, Ritual Space, к которому мы туда идем. Там, конечно, есть ресторан и отель, вот, но там есть прекрасное место Ritual Space, в котором проходили все лето всякие разные ивенты, йоги, музыкальные всякие концерты, всякие инсталляции даже были. Я, может быть, порыскаю в своем архиве, потому что я снимала какие-то видео, и я обязательно вставлю в этот влог. Вот. А я очень люблю эту часть полуострова, потому что, видите, здесь сосновый лес. Слушайте, как птички поют. Просто красота. Вот поэтому сегодня последний день, когда я еду в Скорпиус в этом сезоне, а я бывала там иногда 2-3 раза в неделю, и утром, и вечером, и даже в конце сезона я вот один раз сходила в сауну, сегодня тоже хочу сходить. У меня сегодня вот такой вот, как обычно, летний белый лук, я всегда, в общем, белый мой любимый цвет. Вот, поэтому я беру вас в Ritual Space, пойдемте посмотрим, как же так красиво. Günaydın. Merhaba. Hangi tarafa geçeceksiniz? Ritual Space lütfen. Tabii. Merhaba. Hoş bulduk. Сегодня очередной день,
когда я вас беру с собой. И удивительно, что мы сейчас находимся в Scorpios Bodrum. Это место настолько мне пришлось по душе этим летом. Я бывала здесь 2-3 раза в неделю. Это просто не то, что сделало мое лето. Это, ой, я не знаю, мне кажется, даже муж у меня, если я пару дней там куда-то не уезжала, он говорит, как ты не едешь в Скорпиос? Потому что мне тут действительно понравилось, и я от души провела здесь время. Здесь настолько элегантно, настолько красиво. Это очень известное место, такой бич-клаб, ресторан, который есть на Миконосе, и вот в Бодруме тоже открыли такое удивительное место. Вот. И здесь, чем уникально, построили вот такой вот волшебный ritual space, такое место, где проходят медитации, проходят всякие, все лето были всякие ивенты. Ой, тронула телефон, теперь все, теперь вот установишь. Проходили медитации, проходили разные йоги, мастер-классы, что там еще было? Была йога в воде, были всякие музыкальные удивительные концерты, мексиканские исполнители, африканские исполнители. В общем, у меня сохранился какой-то невероятный архив в моем телефоне. Я обязательно добавлю в этот влог. Вот. И я не знаю, просто я когда сюда прихожу, я не могу говорить. Я здесь могу находиться часами. Я пытаюсь тут установить камеру, чтобы меня было видно, чтобы не было видно, потому что сейчас я вам покажу, в чем я сегодня одета. Я в мини-юбке, поэтому сидеть сложно. Вот, я очень люблю всякие коротенькие юбочки, летом это очень хорошо. О, замечательная поза. Вы знаете, я хотела вам сказать, что то, что сделали в Бодруме, в Скорпиос, они, мне кажется, просто взорвали Бодрум. То есть Бодрум, все остальные рестораны, все остальные всякие ивенты просто затмил Скорпиос. Все, кто, мне кажется, туристы, местные люди, которые останавливались в отеле Макс Рояль. То есть Скорпиос — это такой небольшой полуостров, который, в общем-то, здесь естественным путем существует на территории Макс Рояль, которая просто невероятно огромная. Это невероятно шикарный, красивый отель. То есть соседний отель Мандарин Ориенталь уже, конечно, вообще не идет сравнение после того, как ты побываешь здесь. Вот, поэтому здесь такой красивый, видите, такой коричневатый сепельный оттенок, такая очень минималистичная, простая архитектура, чистые такие формы, такой немножко, ну, нет, здесь как раз вот не бохо-стиль, здесь действительно такой вот минимализм, все такое эко, дерево, камень, что-то еще из материалов, лен, то есть все очень натурально, красиво. Самое главное, что здесь еще ландшафтный дизайн вокруг, если вы видите, вокруг меня просто удивительно. Вот там вот девушка в барную стойку здесь наливали все лето обожаемый мой Марко Мелес, чай турецкий, и там они делают такую вот свою какую-то лавандовую камбучу. В общем, я сейчас, наверное, ее обязательно возьму, попрошу у них. Они мне уже знают, что есть такая Ева, они меня тут узнают, потому что я тут приходила очень часто. Вот. В общем, удивительное место. Я сегодня записалась на йогу. Вот. Хочу последний раз. Сегодня последняя неделя, когда они работают. Я буду грустить, потому что мне так нравилось сюда приходить. Я приходила, как я уже сказала, и утром, и вечером. И когда мне вот чувствовала, что мне хочется сюда прийти, когда были классные мастер-классы, мне удавалось забронировать местечко. Вот. Если мне нужно было найти Еву летом где-то, это здесь. Я всегда была здесь, в Скорпиос. Ой, меньше слов, пойду вам показывать, как здесь все красиво. Обязательно, если вы приедете следующим летом в Бодрум, первое, что вам нужно сделать, зайти в Инстаграм Скорпиос, кликнуть на линк Ritual Space и забронировать себе активити, которые там есть по датам заранее, потому что там на некоторые ивенты 10 человек, на некоторые 20, на какие-то большие йога-мастер-классы было 50 человек. И туда было проще попасть. Вот. Но даже сейчас, вот, например, в августе я заходила где-то за неделю, и везде было zero available. То есть все было уже забронировано, все было пусто. Вот. А еще, знаете, здесь классно очень вечером, когда остаешься на вечерние концерты. Вот самые волшебные были в июле месяце. Просто я от души, я действительно сейчас подниму свой архив и я вам приложу. Это просто были удивительные, волшебные вечера. Я вам приложу еще видео и фото из Ritual Space. Внутри, как там красиво.
шезлонге вечером и смотрела на звездное небо. Вот. Это было очень здорово. В общем, спасибо. Я уже поблагодарила Зуму. И, в общем, теперь спасибо Scorpios за то, что вы сделали такое место. Особенно для местных жителей, которые живут здесь, в Бодруме. Это просто что-то невероятное. Расширение сознания, место, куда можно действительно сходить, где будет тихо, где не будет туристов, где не будет сумасшедших, гоняющих по дорогам строителей, где будет чисто, где будет все, знаете, как вот в Турции это самое сложное, это всегда вот это organized space, то есть вот на русском как бы это вот сказать, да, что вот пространство, где все продумано, вот, продуманного пространства, потому что города архитектурно не продуманы, дороги архитектурно не продуманы, то есть архитектурного вмешательства, архитектурной мысли ее нет. Вот. И поэтому, когда... Вы знаете, что я архитектор, поэтому, когда прихожу сюда, моя душа архитектора просто... Вот так вот я делаю, боже, человеческая мысль, рука, идея, красота, все собрано, в общем-то, в этом месте, все сделано с большим вложением труда, и каждая вот деталечка, каждый вот там вот кирпичичек, где он там, вот каждое, все сложно к одному. Вот. А сзади меня, смотрите, какой еще классный бассейн есть, да? Сейчас я вам покажу. Ой. Здорово, правда? Do you have my favorite lavender tea? Yeah, yeah. Сейчас мне будет хорошо. Yeah, one. Just one, yeah. Это самая моя любимая лавандовая камбуча. Çok teşekkürler. За вас, друзья. Здесь очень много было разных чаев, коктейлей. И потом, когда я здесь нашла, что мой любимый чай Мелес тоже не подойдет, я так прям обрадовалась, пару раз его пила здесь горяченьким. Очень вкусно. Смотрите, какие красивые брошюры, как все сделано замечательно. В общем, такое балийское настроение, в то же время какое-то такое меня почему-то напоминает такое какое-то вот, не знаю, какие-то моменты мексиканские, американские какие-то. Ну, в общем, это явно такое не турецкий какой-то такой вайб. На прошлом видео, вы видели, там две девушки я подсняла, там у нас был разговор. В общем, это была девушка, одна из девушек, которая сидела на стульчике. Это была йога-тичер, которая была здесь, в общем-то, все лето. Вот. И
Я говорю, у вас такие классные занятия, но, к сожалению, вот последний месяц вообще невозможно, все забронировано, все заблокировано, zero available постоянно. Вот, и она говорит, слушайте, представляете, говорит, даже сегодня и последнюю неделю очень много было, ну, как бы все было fully booked, но люди не приходят и не отменяют, представляете, вот это очень обидно, на самом деле. Я вот пару раз я бронировала, ну, наверное, если так вот сказать, то я, наверное, была здесь в Скорпиус за это лето, ну, не знаю, наверное, наверное, 50. И я один раз не смогла прийти, так вот я сразу отменила, потому что я понимала, что кто-то другой сможет прийти на мое место и насладиться этим прекрасным вообще видом, процессом и всей этой атмосферой. Вот, поэтому, в общем, она сказала, приходи в воскресенье, и обязательно будет йога-девушка, она с Аргентины, живет она в Испании, такая красавица, такая приятная, вообще прям такое тоже солнышко. В общем, я с удовольствием пойду в воскресенье на йогу. Она говорит, и в субботу и воскресенье. Еще последних, оказывается, ее 2 занятия. То есть она уже уехала, я думала, занятий не будет. А она говорит, что ее вызвали, чтобы она провела. Ну, потому что действительно очень здорово. Я говорю, вам нужно обязательно на следующий год в Скорпиус вам снова вести йогу, потому что ваша йога была самая лучшая в этом году. Вот, так что я думала, что сегодня последний день Скорпиус, но нет, в воскресенье мы с вами тут еще встретимся. Тогда погнали дальше. Часть, через которую я ходила обычно по вечерам. Здесь вечером тусовки, сам, собственно, ресторан Скорпиус. Сейчас здесь пусто, но вечером здесь забит каждый столик. Здесь достаточно такая простая, минималистичная обстановка, как вы видите. Вечером все заполнено. Огромные вечеринки, диджеи. Вот. Но я бы не смогла здесь, честно говоря, ужинать. Я не знаю, насколько вкусная здесь еда. Я знаю, что здесь, конечно, это очень дорогое место, но я бы не смогла есть при таком огромном там звуке, громкости, толпе. То есть здесь прям очереди. Ну, очень популярное место. Ну, очень красиво, правда? Приятно всегда так пройтись. Получается, там ресторан, бар, вечеринки. Вот, и здесь вдоль аллеи сделали несколько приятных таких вот магазинчиков. Здесь лобби. Здесь магазинчик со всякой йоговской одеждой, такой всякой бодрумской, хлопковой. Сейчас посмотрим, что там есть. Мужская часть. Ну, какая приятная шелковая рубашка. Такой цвет нежно-розовый, как я люблю. Классные юбки. О, ну это прям как раз на Скорпиус вечеринки ходить. Юбочка, смотрите, какая классная. Такие кукольные платья. Волшебные. Давайте ради интереса посмотрим, сколько же оно стоит. Мне кажется, нету тут цены. Я помню, что как-то я зашла, мне что-то понравилось. Было очень дорого. Ну, в общем, что-то около $800. 30, почти 30 тысяч лир. О, вообще, произведение искусства. Такие немножко, конечно, вещи экстравагантные, но мне кажется, для вечеринок прям то, что нужно. Рабочее место. Хотела с вами поболтать немножко со своего рабочего места. Скажем так, я называю, у меня тут за есть свой уголочек. Свое любимое место. Вас, наверное, интересует, что это у меня тут такое. А у меня
всю, наверное, жизнь периодически, то есть когда если что-то выскакивает на лице, какой-нибудь там прыщик или что, ну, у меня выскакивает всегда здесь, в этой точке, да, третий глаз, вот, слабое место такое, вот. Ну, это вообще, в принципе, вы понимаете, что эта точка, она, в принципе, это полный, целый, скажем так, control of the body, то есть в целом контроль всей системы. Когда, естественно, система дает слабину, и я периодически даже, когда у меня какие-то прыщики, я там заклеивала там этим пластыриком, да, потому что все время вот это, особенно в ПМС, тянется в руках что-нибудь выдавить. Так вот, я к чему? Что вот я решила провести такой эксперимент, и когда я жила в Москве, я делала точечный массаж, ну, вспомогательный, потому что вы знаете, что я очень много работаю с людьми, работаю с собой, и для того, чтобы ускорять этот процесс, воздействие на тело крайне полезно, необходимо, и просто иногда без него никак. Вот. Поэтому я решила пройти курсом, никогда не пробовала акупунктуру, как-то не приходилось, а тут как-то вот так оно, и человек нашелся, и место нашлось, и мне нужно было решить кое-какие там свои вопросы, да, по здоровью, немножко такой буст сделать. Вот, и как раз вот интересно, что, ну, понятно, что очень много точек по телу, куда ставят акупунктуру, да как раз вот сюда на лице, ну, заклеивает она пластырем, чтобы именно вот эта точка, где был укольчик, да, она была вот, ну, до вечера мне не нужно снимать этот пластырь. Вот, такая вот интересная штука. Поделитесь вашим опытом, если вы когда-то делали акупунктуру. У меня этот опыт первый раз, потому что точный массаж, и, в принципе, точки я все знаю, и я сама ими пользуюсь, но интересный для меня очень опыт. Вот. И знаете, этот опыт позволил мне еще раз подкрепить мое утверждение, которое раз в несколько лет я укрепляю, да, что любая работа с нашим подсознанием, с нашими программами, с нашими установками и вообще со всем, что делает наш вот этот стаканчик, наполняет его до предела, да, если мы его не разгружаем, да, эмоциональный, ментальный, который накапливается, то что у нас происходит? У нас начинает и тело истончаться, то есть наше поле, наша аура истончается, и начинаются проблемы то там по здоровью, да. Я уже не говорю про какое-то свое там эмоциональное состояние, настроение, про это вообще даже речи нет, да. Вот, давайте сниму пока, может быть, на пару минут, пока видео делать, чтобы оно никого не смущало, и меня самое главное. Вот, у меня еще есть запасной. Вот, и как раз у меня здесь будет. Вот, и к чему это говорила, да, что на самом деле, ну, поскольку я занимаюсь активно, работаю с людьми, работаем с телом, работаем с здоровьем, работаем, ну, вообще с исцелением, да, для меня крайне очень важно понимать и тенденции, и развитие этого процесса, и как энергия в мире в данный момент влияет, помогает, усложняет нам какие-то моменты. Вот. Так вот, я могу еще рассказать, что любые техники, которые вы будете применять, массаж, медитация, йога, та же акупунктура, лечение препаратами, гомеопатическими, традиционными всякими таблетками, антибиотиками, вы можете делать все, что угодно. Но пока мы не решим проблему здесь и здесь, и вообще вот так вот здесь, да, в своем ауре, в своей поле, в своей энергетической оболочке, пока мы не проработаем все, что нам нужно проработать, будет происходить что? Оно или будет перемещаться в другое место, проблема, она будет или возникать на том же месте, или вы просто ее не сможете решить, будете топтаться на месте. Поэтому я в который раз убеждаюсь, что, знаете, наше вот тело, наш вообще организм, это как такая вот пленочка на воде, да? Вот вода, такая пленочка, да, на ней. И вот для пленочки есть определенный такой резистанс, сопротивление, которое мы можем выдерживать. То есть мы можем выдерживать какое-то напряжение, можем выдерживать. И у нас люди привыкли как накапливать, пока, да, не клюнет, мужик не перекрестится. Вот мы так живем все по этому принципу, потому что нас так приучили. Родители нас приучили, их родители так приучили, и мы так все живем, такая родовая программа. Вот, поэтому наша задача сейчас, наше новое поколение, я считаю, что мы еще новое поколение, все впереди, а тем более люди, которые будут после нас еще жить, нужно научиться жить осознанно. Что это означает, что не откладывать то, что тебя... ну, наша жизнь, это, по сути, в принципе, постоянное поле для роста. Да? То есть мы живем для того, чтобы духовно развиваться. Не для того, чтобы есть, не для того, чтобы пить, не для того, чтобы ходить на работу, а для того, чтобы пройти здесь необходимое нашей душе развитие. Так вот, когда мы это развитие не проходим, мы занимаемся кучей разными делами, едим пиццу, уходим на работу, развлекаемся, не выполняем свои главные задачи. Все это, конечно, хорошо, это нужно делать. И я это сама очень люблю делать. Но если мы это время откладываем на потом, если мы пренебрегаем этим, на что происходит? Нас бьют просто по башке.
Вот, поэтому накапливать проблемы нельзя, накапливать напряжение нельзя, накапливать свое недовольство, любые эмоции негативные. И положительные эмоции тоже, кстати, очень важно. То есть если они какие-то есть, важно научиться проявляться, то есть куда-то выражать, действовать, взаимодействовать и так далее. Ну, то есть вы поняли, да? То есть эта пленочка, она все равно рано или поздно прорвется. Вот, поэтому там, где тонко, там рвется, мы это знаем. Поэтому что очень важно понять, что какие бы вы способы воздействия на тело вспомогательные не выбрали, рано или поздно все равно жизнь заставит вас работать над самым главным, над тем, чтобы духовно развиваться, над тем, чтобы становиться более зрелым, осознанным человеком и заменять. Что это означает? Мы заменяем светлое, темное на светлое, да, то есть мы, скажем так, исцеляем все, что не дает нам жить, дышать, улыбаться, быть счастливым. У каждого человека это свое, вы прекрасно это знаете. Вот, поэтому, проверив на себе еще раз акупунктуру, я ко всем тем способам, которые я уже знаю, и точный массаж, вы знаете, что я работаю сама. Я делаю точный массаж, мне его делали рейки, я мастер рейки, я уже занимаюсь рейки 15 лет, чтобы вы понимали. Это очень много. Вот, что еще? В общем, любые физические воздействия недостаточны и, скажем так, их не хватит для того, чтобы решить какие-то ваши проблемы. Поэтому все начинается отсюда, все решения отсюда. Вот. Такие дела. Вот, в общем, я все, что хотела сказать на эту тему, я сказала, потому что прям мысль такая пришла, хотела с вами поделиться, что иногда кажется, что там какие-то простые вещи сделаешь и все. Но нет, все сводится к тому, тебя жизнь поставит так в угол, что тебе все-таки придется решать с духовной точки зрения эту задачу, проблему, вопрос, ситуацию и так далее, как хотите. А я села сейчас хочу закончить работать, и в 3 часа сегодня открывается продажа айфона, а я любитель вообще, как вы поняли, я любитель Apple. Во-первых, он мне помогает всю жизнь работать в силу моей профессии, и последние несколько лет обновлять Apple вообще, по-моему, не было смысла, давно там ничего нового не происходит, вот, но искусственный интеллект меня покорил, и я решила, что мне срочно нужно купить заказать новый iPhone. А в Турции, по-моему, он стоит там что-то $900 в Америке, да? В Турции он стоит $2500 или 2300. Вы можете себе представить, какая в Турции ситуация, какие налоги, какая катастрофа со всем, что привозишь из-за границы. Но я решила купить, потому что там такая функция с этим искусственным интеллектом, короче. Вот, там такая функция, что можно будет очень легко редактировать фотографии, и мне не нужно будет там сидеть в фотошопе, для работы это будет очень полезно, поэтому я решила в этом году обновиться. Вот, видите, в 3 часа открываются сегодня продажи. Хочу купить, потому что 1,5-2 месяца, скорее всего, он будет идти все равно. Вот. Как раз к день рождения, обычно после моего дня рождения, через пару неделек приходит. Вот, так что посмотрим, что почем. О, прогрузился. Давайте смотрим, что почем. Так. Как вам цены? 82, ну, смотрите, курс 3,5. Ну, короче, как я и сказала, 2,5, 2,3, короче, курс доллара. Такой же, да? Не слабо. Очень-очень не слабо. Ну, что поделать, Турция поставила нас в такое, вот тоже цены, видите, на остальные айфоны. То есть это получается как раз и есть, это вот цена этого телефона как раз столько, сколько стоит этот телефон в Америке. Приблизительно как-то так. Вот. Но в Турции сейчас прижали по всем фронтам. Телефоны уже давно дорогие. И сейчас подняли настолько высоко эту цену. То есть если купить где-то, я думала, и привезти, каждый год я это думала. Но потом ты сравниваешь цену, сколько там туда-сюда, перелет, эти хлопоты. Вот. А потом еще проблема его продать будет в Турции, потому что никто не захочет покупать телефон, привезенный из-за границы. Вот такие дела. Давайте, раз мы тут уже села я заказывать. Заказала уже, кстати говоря. И когда на затравочке, что она придет в конце сентября, то есть типа через 2-3 недели,
а потом, когда ты уже оплачиваешь, он тебе говорит, что он пройдет через месяц или полтора. Ну, все как обычно. А я хотела с вами обсудить, на самом деле, если вы хотите порадовать меня, меня вообще чем можно порадовать? Гаджетами вообще. То есть гаджеты, технологии — это моя любимая просто вещь в мире. Ничто меня так не завораживает. Наверное, на первом месте это всякие гаджеты. Вот. Поэтому хотела полистать с вами. Я смотрела презентажку, но презентажку я смотрела очень быстро. Она была крайне скучная. Я так поняла, что там ничего нового нету, и полглаза. Поэтому давайте вместе пролистаем заодно и посмотрим цены. Видите, предзаказ 13 сентября, заказ 20 сентября. Ну, наверное, если заказать 20 сентября, вообще придет, наверное, в ноябре, я так полагаю, телефон. Или что там ты закажешь. В общем, с телефонами понятно. Конечно, синий цвет прям такой классный. Вот. Ну, часы я люблю Apple Watch, я ими пользуюсь много лет, но, опять же, обновлять нечего. То есть вот это, конечно, классно для мужчин, мне кажется, класс. Мне кажется, для девочек, конечно, мощноватый. Эти часы, там этот ремешок, все дела, что там не листается, нет. Но подача, вот это там я видела на видео, там классно этот ремешочек они сделали, прям супер. Вот. AirPods у меня есть, я их люблю. И там, я так поняла, вот что бы я хотела, наверное, еще обновить, это AirPods, потому что у них, видите, предзаказ 20-го. Ну, в общем, мне это вообще не горит. Когда-нибудь, может быть, если у мужа сломаются его, а они там что-то барахлили у него уже, я ему отдам свои, потому что ему не так важно. Вот, не так часто пользуются. Вот, а я себе возьму, я так поняла, что они там есть, давайте посмотрим. Что там есть? Они, я так поняла, добавили вот в эти обычные хорошую шумоизоляцию. Что классно. У меня сейчас вот такие, кстати. Потому что я не люблю с вот этими затычками, мне не нравится. Такие эти заставки классные. Прям эстетическое удовольствие, конечно. Как вы поняли, мне все должно быть красиво. Если не красиво, мне это не подходит. Ну, понятно, что это должно быть еще функционально. Я же говорю, что я очень люблю технологии, то есть я слежу. У меня даже муж спрашивает у меня, где что там в айфоне, что как настроить. И во всяких прочих разных технологических штучках, потому что я в этом шарю, скажем так. Это понятно. Ну, это хороший продукт, но дорогой. И, наверное, там, спортом заниматься, гулять в нем неудобно. Это так чисто сидеть за компьютером пробовала. В общем, короче, видите, ничего особо не обновилось. То есть AirPods, наверное, с хорошей шумоизоляцией вот эти появились. Ну, это стоящая вещь. Вот. Все остальное, кстати, интересно, сколько они стоят. Давайте посмотрим, сколько же они стоят в Турции. Так. Ну вот, видите, короче, обычные и с шумоподавлением. Шумоподавлением это получается сколько? 8000 лир. Короче, $200. Даже 210 или что-то в этом духе. С этим курсом уже не знаю, как переводить. Вот. Ну, в принципе, когда-нибудь. Может быть, где-нибудь в поездке я куплю, потому что, мне кажется, он в других странах дешевле будет. Вот, такой обзорчик. Короче говоря, Apple пока нас ничем не радует. Похоже, еще 2-3 года можно сидеть и не менять ни телефона, ничего, потому что обновлений пока никаких. Когда сюда приезжаешь, ты оказываешься на другой планете.